Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем привет, дорогие, любимые, самые лучшие наши подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим божественный ужин из бюджетной скумбрии. Такую рыбу хочется есть еще и еще. Обязательно попробуйте, на 100% рекомендуем. Это необыкновенная вкуснятина из самых обыкновенных продуктов. А также, друзья, кто еще не подписан на наш семейный канал, обязательно переходите по ссылке внизу в описании под видео. Подписывайтесь, на этом канале мы показываем нашу закадровую жизнь. Покупки, готовку, путешествия и как мы проводим свободное от работы время. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший ужин. Мы начинаем! Друзья, сегодня мы готовим очень вкусный обед из простых продуктов. Для этого нам потребуется скумбрия. Здесь у меня 3 небольшие рыбешки общим весом 960 грамм. Из овощей у меня сегодня 3 картофеля общим весом на 450 грамм. Кусочек сыра твердых сортов, здесь 200 граммов. 2 луковицы общим весом 200 грамм. Грибы, шампиньоны, здесь 400 грамм. 2 вот таких плавленых сырка по 90 грамм, получается 180 грамм плавленого сыра. 2 столовые ложки соевого соуса, 5 столовых ложек оливкового масла. 5 зубчиков чеснока общим весом 23 грамма. Соль, итальянские травы и черный перец по вкусу. У меня соли с травами по чайной ложечке, а черного перца пол чайной ложки. Для начала нам необходимо разделать рыбу. Чтобы разделать рыбу, я беру доску, которую оборачиваю либо пергаментной бумагой, либо фольгой. Делаю это для того, чтобы доску потом было легче отмыть. Значит, рыбу разделываю следующим образом. Голову оставляю, а разрезаю брюшко и удаляю содержимое. Далее прорезаю в сторону головы вот так. Мне необходимо удалить жабры. Вот открываем. И вот эти вот жабры вот так пальцами прям вытаскиваем. Слушайте, рыба такая свежая, прям жабры симпатичные. И пузико, смотрите, обычно, когда рыба не свежая, здесь все эти ребрышки выскакивают. Прям охлажденная рыба и такая свежая, мне понравилась. Все удалила лишнее, теперь эту рыбу необходимо хорошо промыть. Сейчас то же самое сделаю с оставшимися рыбешками, затем покажу, что делать дальше. Итак, друзья, рыбу я всю хорошо промыла. Внутри она полностью чистенькая, как видите. Далее делаю следующее. Мне необходимо прорезать с внутренней стороны рыбку вдоль пополам, но не до конца. То есть кожу я со спины не прорезаю. Голову тоже вот так раскрываю. И теперь моя задача аккуратно, не порезав лишнее филе, вырезать хребет. То есть вот здесь я его вот так переламываю в районе головы. И можно, как я обычно люблю это делать, вот так вот прям 2 пальчиками беру, чтобы лишнего филе на хребте не задерживалось. Вот так. И в районе хвостика тоже хребет переламываю. Вот так. Все, вот такой хребет у меня получается. Такой не жалко прям выкинуть в мусор. Так, дальше моя задача удалить реберные косточки. Я это делаю прям вот так руками. Если у вас есть пинцеты, вам удобнее пинцетом, то можете сделать пинцетом. Мне удобнее руками, потому что я вот прям прощупываю вот так пальчиками, и если где-то осталась косточка, конечно, ее удаляю. Все, друзья, прощупала вот так пальчиками, полностью все косточки удалены. Вот такая у меня получилась филешечка развернутая. Пока эту филешечку убираю в сторону, сейчас то же самое сделаю с оставшимися рыбешками, затем покажу, что делать дальше. Друзья, забыла вам показать, смотрите, вот здесь в области хвоста у рыбы тоже косточки такие торчат. Поэтому вот эту вот часть прям вот так, не стесняясь, вырезаю, чтобы у меня оставалась только сплошная филешечка. Все, друзья, все 3 филешечки у меня готовы. Теперь необходимо их слегка замариновать. Значит, смотрите, мариную следующим образом. Сначала переверну пузиком вниз рыбку и наливаю на каждую рыбку небольшое количество оливкового масла. При помощи кисточки хорошо распределяю по рыбе. Точно так же поступаю с соевым соусом. Небольшое количество соевого соуса. И также кисточкой размазываю. Далее рыбку переворачиваю обратной стороной. И то же самое делаю с обратной стороны. Оливкового масла небольшое количество. Хорошо промазываю.
кисточкой. И остаток соевого соуса. Оливковое масло я не все трачу, потому что мне еще нужно будет жарить овощи на нем. А соевый соус полностью вот так заливаю на рыбку. И хорошо при помощи кисточки распределяю. Все, рыбка замаринована, пока ее убираю в сторону, займусь другими ингредиентами. Далее лук. Лук нарезаю кубиками, так как на пельмени. То есть сначала вот так на полоски прорезаю, но не до конца. Затем поворачиваю и нарезаю мелкими кубиками. Вот так. Лук я нарезала, точно так же мелко нарезаю чеснок. Сперва на пластинки, потом на полосочки. В общем, как получится, только моя задача нарезать чеснок. Не пропускаю через пресс, чтобы были прям такие кусочки. Лук и чеснок я нарезала, пока убираю в тарелку. И в сторону. Точно так же кубиками нарезаю грибы. Сперва пополам, потом на пластинки, затем кубиками. Итак, грибы я также нарезала, убираю в тарелку и пока в сторону. Далее, друзья, картофель. Картофель, смотрите, разрежу пополам. И вот в этой толстой части по 2 мм нарежу пластинки. Этот картофель мне нужен будет для украшения блюда. Далее беру формочку. Это делается по желанию и, в принципе, все зависит от вашей фантазии. Вырезаю вот такие вот формочки. Оставшийся картофель отправляю в сотейник. И весь остальной картофель также измельчаю произвольными кусочками. Далее в сотейник наливаю фильтрованную воду и отправляю сотейник на плиту. Мне необходимо отварить картофель до готовности. А вот эти лепесточки заготовки для украшения я отправляю в воду, чтобы они не потемнели. Далее мне необходимо обжарить лук с чесноком до золотистого цвета, а также грибы. Пойдемте к плите. Сковороду устанавливаю на плиту, зажигаю газ на полную мощность. И отправляю в сковороду половину от оставшегося оливкового масла. Жду, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у меня хорошо прогрелось. Отправляю в сковороду лук с чесноком. Перемешивая, обжариваю лук и чеснок до золотистого цвета. Лук обжарился до золотистого цвета. Отключаю огонь. И теперь этот лук мне необходимо извлечь из сковороды. Далее опять зажигаю газ. И в эту же сковороду отправляю оставшееся оливковое масло. Жду, когда масло хорошо прогреется. Масло хорошо прогрелось, отправляю в сковороду грибы. И обжариваю грибы до тех пор, пока полностью не испарится из сковороды грибной сок, который сейчас чуть позже начнет выделяться. Итак, друзья, грибы у меня уже обжарились. Посмотрите, полностью испарилась вся влага. Отключаю газ и отправляю грибы в прохладное место, чтобы они остыли. Точно так же, как и лук. Друзья, картофель у меня тоже уже отварился до готовности. Воду я слила. И также отправляю его на подоконник с открытым окном, для того, чтобы он остыл. Тем временем, друзья, пока у меня остывают картошка, грибы и лук, мне необходимо натереть сыр. Сначала плавленый сыр буду натирать. Очищаем. И на мелкой терке натираем. Вот такая меленькая стружка получается. Плавленый сыр я натерла, пока в сторону. И точно так же на мелкой терке натираю сыр твердых сортов. Вот такая симпатичная стружка получается. Сыр твердых сортов я также натерла, пока тоже в сторону. Все ингредиенты, которые у меня остывали, уже полностью остыли. Грибы и лук пока в сторону. А картофель также необходимо натереть на терке. Также на мелкой терке натираю картофель. Все, друзья, все ингредиенты у меня подготовлены, можно собирать рыбу. Беру противень и разворачиваю на него фольгу. На фольгу размещаю рыбу и собираю края фольги, формируя как бы вот такую вот лодочку. Беру следующий кусок фольги и укладываю следующую рыбку на фольгу. Аккуратно поднимаю и также укладываю на противень. То же самое сейчас сделаю с последней рыбкой. Все, вот такая красота у меня уже получается. Далее все ингредиенты мне нужно поделить на 3 части. И первым слоем на рыбку укладываю лук. И равномерно лук распределяю по всей рыбе. Лук равномерно распределен. Вот такая красота уже получается. Следующим слоем на рыбу отправляется плавленый сыр. Также равномерно распределяем, как и лук. Кстати, на этом этапе, пока собираем уже рыбу, можно поставить разогреваться духовку до 180 градусов. Следующий слой после плавленного сыра у меня грибы. Также равномерно распределяем по рыбе.
Так, и вот на этом этапе теперь посыпаю итальянскими травами по вкусу, солью и черным молотым перцем. Все по вкусу, всего по чуть-чуть. Следующий слой после грибов у нас картофель. За счет того, что картофель натерла я на мелкой терке, получается такая прям воздушная шубка у рыбки. Полноценный ужин. Легко, быстро и за копейки. Не знаю, как у вас, у нас скумбрия стоит очень недорого относительно другой рыбы. Итак, картофель также равномерно распределен. Далее посыпаю оставшимися итальянскими травами, оставшейся солью и оставшимся черным перцем. Всего по чуть-чуть, всего по вкусу. Смотрите по своему вкусу. Далее последний слой у меня сыр твердых сортов. Также распределяю равномерно по количеству на каждую рыбку. Все, друзья, отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, время приготовления у всех может отличаться. Тем временем, друзья, пока у меня запекается рыбка, пожарю наш декор, который мы заранее приготовили. Буквально небольшую капельку растительного масла отправляю в сковороду картофельный декор и обжариваю до золотистости с обеих сторон. Когда обжарилась с обратной стороны, выкладываю картофель на тарелку, застеленную кухонным полотенцем. Все, друзья, декор готов. Вот такая красота у меня получилась из картофеля. Легко, быстро и красиво. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. В итоге рыбка провела в духовке у меня ровно 35 минут. Все, можно подавать к столу. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитная рыбка под шубой. Нам с Алексеем уже не терпится все это попробовать и вместе с вами покушать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться, и это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.